Привет, ребят! В этом ролике мы разберем всю вторую часть реального ЕГЭ 2017 года, то есть этого года. Досрочная волна, резервный день. Сразу договоримся, нет смысла смотреть это видео нон-стоп. Сначала скачивайте вариант из описания, решайте его, желательно часа 4, ну а затем смотрите разбор. Если у вас возникают вопросы, обязательно пишите их в комментарии, а я обязательно отвечу, только большая просьба, указывайте тайминг, тот момент времени, когда у вас голова вскипела. Если вы готовы, то поехали! Первая задача всем известна – решить уравнение и указать корни из отрезка. Уравнение нетрудное, как и весь вариант на самом деле, так что если вы решили, уверены, мотайте вперед, если нет, смотрите. Перед нами исходное уравнение, преобразовывая которое вы наверняка использовали формулы приведения. Ну а чтобы сейчас вспомнить что-то еще, давайте использовать формулы суммы разности аргументов. Вот, например, косинус разности аргументов. Это косинус первого угла на косинус второго плюс синус первого на синус второго. Синус π и косинус π не проблема. Смотрите на тригонометрии, вот здесь у нас π, значит косинус π будет минус единичка, а синус π равен нулю. Как вы понимаете, 0 на что-то это, конечно же, 0. Так что косинус π минус х это минус косинус х. Далее синус суммы аргументов. Это синус первого угла на косинус второго угла плюс синус второго угла на косинус первого угла. Все помнят, где находится 3π на 2? Раз, два, три. Вот это 3π на 2. Значит, косинус будет 0, а синус будет минус единичка. Итак, синус х плюс 3π на 2 это минус косинус х. С учетом всего этого преобразуем левую часть. Минус косинус х да в квадрате это косинус в квадрате х. А минус косинус х это плюс косинус х. И все это дело равно нулю. Выносим косинус х за скобки, ни в коем случае не делим на него. И получаем произведение равное нулю, а это значит, что либо косинус х равен нулю, либо косинус х плюс 1 равен нулю. В каких точках это бывает? Я очень советую на тригонометрии это все отмечать. Косинус равен нулю в точках π на 2 плюс πn, или плюс-минус π на 2 плюс 2πn, это одно и то же. Ну а минус единицы в точках π плюс 2πn, где, конечно же, целое число. Для красоты я ввел две разные целочисленные переменные, это не обязательно, но будет хорошим тоном. Далее беремся за пункт Б, отбор корней, и сделаем его по тригонометру. Найдем левую и правую границы нашего отрезка на единичной окружности. 5π на 2. Это раз, два, три, 4, 5 раз по π на 2, то есть вот здесь. Ну а 4π это два оборота, все знают. Вы главное не запутайтесь, какую дугу брать. Нужно двигаться от меньшего числа к большему против часовой стрелки. Вот она желтенькая дуга, и мы видим, что в ответе пункта Б будет ровно 3 корня, ни больше, ни меньше. Первый корень очевиден, левая граница 5π на 2, прибавляем еще π на 2, получаем 3π, и еще π на 2, получаем 7π на 2. Наш ответ. В пункте А просили решить уравнение? Пожалуйста, π на 2 плюс πn и π плюс 2πk, где n и k целые числа. Как я сказал, можно использовать и одну букву, ничего страшного. В пункте Б будет хорошим тоном расположить корни в порядке возрастания, но это тоже не обязательно. Главное, никого не забудьте. Задача решена, все, кто ее осилил, молодцы. И давайте двигаться дальше. Условия задачи. Длина диагонали куба ABCD A1, B1, C1, D1, как водится, равна 3. На луче A1C отмечена точка P, так что 1P равно 4. Первый пункт. Докажите, что P, B, D, C1 не абы кто, а правильный тетраэдр. Пункт Б. Найдите длину отрезка АП. Надеюсь, вы подумали как следует, прежде чем послушать, что я вам скажу. Вот наш с вами кубик. Я расположил вершины так, как удобно мне. Вы можете делать иначе, почему бы и нет. Сейчас появится диагональ А1С и весь отрезок АП. А после чего проекция А1П на плоскость основания куба. Осталось изобразить наш будущий правильный тетраэдр. Вот он оранжевый появился. Не пугайтесь громоздкой картинки. Задача легкая. Правильный тетраэдр — это не просто правильная треугольная пирамида. Это правильная треугольная пирамида, у которой вообще все ребра равны, и боковые, и основания. Если это понятно, то давайте докажем все, что нужно, просто по определению. Вычислим все длины. Если ребро куба равно 3а, то все диагонали боковых граней равны корню из 18а. В частности, BD, DC1, BC1 и так далее и тому подобное. Даже A1C1, кстати. По условию задачи отрезок А1С равен 3, А1П равен 4, значит CP равен единице, следовательно C1P1 в 3 раза меньше, чем A1C1, то есть корень из 2а. Здесь и теорема Фалеса, и подобие, и что угодно еще помогут это понять. Кстати, о подобии. Если CC1 равен 3а, то PP1 4а. И теперь мы можем найти ребро PC1 просто по теореме Пифагора. И получится оно, к нашей радости, корню из 18а. Аналогичным образом находим отрезки PB и PD, и они тоже оказываются равны корню из 18а.
Это и доказывает то, что PBDC1 является правильным тетрайдером. Ну а если вам очень хочется блеснуть умом, то вы можете сказать вот что. Пирамидка CDBC1 является правильной. Основание ее высоты, опущенной из вершины C, принадлежит диагонали A1C. Проекция боковых ребер на плоскость основания BO, DO, C1O между собой одинаковые. Но точь-в-точь эти же отрезки являются проекциями для ребер PC1, PB и PD. Это позволяет сказать вот что. Если PC1 получилось корень из 18А, то остальные боковые ребра PB, PD будут такими же. Нам остался всего лишь один шаг — вычислить длину отрезка AP. Давайте приведем отрезок АК, который равен и параллелен отрезку А1P1. Нашу искомую длину можно найти по теореме Пифагора. Квадрат этой величины равен сумме квадратов длин отрезков АК и ПК. АК, прям как автомат Калашникова, в квадрате равен отрезку А1P1 в квадрате, то есть 32А в квадрате. Ну а ПК равен просто Ашечке, 4А минус 3А. Далее на радостях в явном виде записываем отрезок АП, он равен корню из 33А. Длину отрезка ЦП мы знали почти что по условию. И это на самом деле диагональ единичного куба. В этот момент я вылез на комплексную часть доски и написал там равно единице. Отсюда мы находим то, чему равна сама переменная А. 1 делить на корень из 3. Подставляем ее куда надо и находим заветную длину отрезка АП. Корень из 11, вот чему равна эта длина. Наш ответ. Ну, в пункте А мы все доказали, а в пункте Б корень из 11. Задача решена. Вновь все, кто ее осилил, большие молодцы. Давайте двигаться дальше. Вы, конечно, и без меня знаете, как звучит условие 15-й задачи. Решить неравенство. На этой позиции часто бывает логарифмическое неравенство, гендерное, социальное. Сейчас у нас будет показательное. Вот оно вновь предстало вашим очам, и давайте сделаем замену. Пусть наше t это 9 в степени x минус 2 на 3 в степени x. Относительно такой величины левая часть исходного неравенства становится квадратным трехчленом. Вместо дискриминанта советую теорему Виета. Первый корень здесь угадывается легко, минус единица. Произведение корней минус 63, значит второй корень обязательно будет 63. Вот вам и произведение получилось. А дальше метод интервалов, или сразу, коль такие умные, пишите решение на t. Ну а после этого делаем обратную замену. Получаем еще два квадратных неравенства. Пусть и k справимся, делаем еще одну замену. Пусть q это 3 степени x. Тогда первое неравенство в совокупности это q в квадрате минус 2q до плюс 1, и все меньше или равно нуля. А второе, мне кажется, диктовать ни к чему, потому что у вас есть глаза. Заметьте формулу квадрата разности в самом явном ее виде. А еще теорему Виета не убирайте далеко, она и здесь вполне себе работает. Корни 9 и минус 7. Произведение минус 63. А сумма 2. Уже 2 минуты, как нет никаких картиночек, и вы, наверное, заскучали. Вот вам числовые прямые, пусть они радуют ваш глаз. Пожалуй, еще одно позову, мне не жалко. Это неравенство для t, числовая прямая тоже t. А вот на q в первом случае нам годится только одна точка 1, а во втором целых 2 промежутка. Давайте все это дело запишем в совокупности. С учетом замены. 3 степени x равен единице. 3 степени x может быть меньше или равно минус 7. Конечно, не может быть, но мы пока напишем. И, наконец, 3 степени x больше или равно 3 в квадрате. В первом уравнении корень x равный нулю. Второе, показательная функция никогда не бывает отрицательной и даже нулем. Ну и в третьем, все иксы не менее 2. Поздравляю всех с этим достижением, можно писать ответ. Ну, в общем-то, он уже написан. Либо x 0, либо x принадлежит лучу от 2 до плюс бесконечности. Все, кто осилил эту задачу, большие молодцы. Но, как философски заметил один мультяшный персонаж, бесконечность не предел. Двигаемся дальше. Планиметрия в этом варианте оказалась настолько легкой, что я сомневаюсь, стоит ли о ней говорить вообще. Ну, давайте попробуем. Точка М, середина гипотенузы АБ треугольника АБЦ. Серединный перпендикуляр гипотенузе пересекает катет BC в точке N. Первым делом докажем равенство углов CAN и CMN. Ну а затем найдем отношение радиусов окружностей, описанных около треугольников ANB и CBM. Начнем, конечно же, с рисунка. Вот он перед вами. Треугольник у нас не абы какой, а прямоугольный. M середина гипотенузы, а MN серединный перпендикуляр гипотенузе. Нужно доказать равенство вот этих желтеньких углов. Угадайте, сколько времени нам на это потребуется. В четырехугольнике N, M, AC углы M и C прямые, их сумма 180 градусов, значит около четырехугольника можно описать окружность. Значит желтенькие углы равны как вписанные уголочки, опирающиеся на одну и ту же самую хорду NC.
первый пункт готов, несите второй. Напомню, что нам дали тангенс уголочка BAC и попросили найти отношение радиусов окружностей, описанных около треугольника ANB и CBM. Для начала скажем, что отрезок CM равен отрезкам BM и MA, как медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная гипотенузе. Отсюда имеем равенство углов MBC и BCM. Вот они розовые появились, видите? Ту же самую градусную меру имеет уголочек NAM. Он опирается на ту же хорду NM, что угол NCM. И все это дает нам подобие треугольников ANB и CMB, тех самых, что были в условии, если помните. Коэффициент подобия — это отношение AB к CB, но учтите, что та же самая дробь задает отношение радиусов описанных окружностей. По условию задачи мы знали тангенс уголочка А. Зная тангенс, не проблема найти синус. Уголочки острые, а треугольник так вообще красота. Его стороны относятся как числа 3, 4 и 5. Синус А — это отношение BC к АБ. Это почти точь-в-точь, что нам нужно. Если дробь перевернуть, то как раз будет АБ к СБ. Или отношение радиусов окружности, описанных около соответствующих треугольников. Именно эту дробь нас и спрашивали. Ответ 5 к 4. Все, кто осилил эту задачу, возможно, уже в 4-й раз, большие молодцы. Экономическая задача в этом новом реальном варианте вам должна быть как минимум знакома. Мы очень похожую задачу разбирали в 46-м ролике. Посмотрите его, если вдруг вам непонятно это. Условия. В июле 2026 года, фантастика какая-то, планируется взять кредит в банке на 3 года в размере S миллионов рублей, где S целое число. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг увеличивается на 20%. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. В июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей. Найдите наибольшее значение S, при котором каждая из выплат будет меньше 5 миллионов рублей. Вчитайтесь в условия как следует, если не успели это сделать. И поехали! В этой табличке год нашей эры, долг до начисления процентов, долг после начисления процентов и, наконец, выплаты. Последние 2 столбца предстоит заполнить нам. Сделать это нетрудно. Смотрите, банк начисляет 20% на оставшийся долг, то есть просто умножает на 1,2 второй столбец. В частности, 0,4 на 1,2 это 0,48 s, конечно же. Ну а 0 умножать ни к чему. После чего сами посудите, сколько выплатит заемщик, если он должен 1,2 s, а затем в следующий год его долг 0,8 s. Ну, конечно, 0,4 s. В следующий ход от 0,96 s нужно перейти к 0,4 s. Значит, заемщик лишится 0,56 s. Ну а в последний год он выплатит весь долг полностью. Все наши выплаты должны быть менее 5 миллионов рублей, а спрашивают наибольшее целое s. Конечно, можно решить все 3 неравенства системы и пересечь их, но достаточно второго. Если наибольшее из выплат будет меньше 5, то остальные маленькие выплаты будут подавно меньше 5. Неравенство легкое, линейное, главное не ошибитесь в вычислениях. Делим 5 на 56 сотых. Получаем то, что s меньше 8,13. Какое наибольшее целое s можно было бы взять? Конечно, 8. Это и есть ответ на вопрос задачи. И все, кто ее осилил, большие молодцы. Если вдруг у вас не получилась задача с параметром, то, во-первых, посмотрите 14-й ролик, там показано, как раскрываются модули на плоскости. А во-вторых, изучите 75-е видео, там разобрана совершенно аналогичная задача. А условия нынешней перед вами. Найдите все значения параметра А, при каждом из которых данная система неравенств имеет хотя бы одно решение на отрезке от -1 до 0. Вот вам исходная система, а вот и координатная плоскость. Здесь все легко решается графически, особенно если понимать, что ашечку можно использовать как функцию от аргумента x. Множество решений первого неравенства достаточно было бы изобразить во второй и третьей четвертях, потому что нас интересуют иксы только от -1 до 0. Но я просто обожаю всякие графики с модулями, поэтому давайте мы целиком все построим. Например, во второй четверти мы имеем отрицательные иксы и положительные ашечки. В соответствии с этим раскрываем оба модуля. Далее, в третьей четверти у нас отрицательные как абсциссы, так и ординаты. Значит, оба модуля раскрываем с минусом. В четвертой четверти первый модуль раскроем с плюсом, а второй с минусом. Для порядка давайте выразим А, нашу функцию, в каждой из первых строчек всех 4 систем. Получаем легенькие неравенства
равенства, множество решений которых достаточно легко изобразить, если построить соответствующие прямые. В первом случае это прямая а равно минус х плюс 4. А далее выделяем нужную область. Во второй четверти строим прямую а равно х плюс 4. Затем выделяем все, что юго-восточней. Нужную область всегда легко определить с помощью подстановки конкретных точек, прям как методом интервалов. Только все это происходит на плоскости, поэтому этот метод называется методом областей на плоскости. В ранних видео мы уже с вами разбирали подобного рода задачи. Во втором неравенстве выражаем а, и если говорить о случае равенства, то графиком такой функции будет парабола. Ветви ее направлены вверх, координаты вершины абсцисса минус 4. Чтобы найти ординату, берем минус 4 и подставляем вместо иксов. Подсчеты здесь безобидные. 1 минус 2 минус 3, то есть минус 4. Итак, вершина параболы найдена. Берем еще несколько значений, например, x0, x4, и получаем нашу параболу. Я ее изобразил пунктиром, потому что случай равенства нас не устраивает, а штриховкой показал решение неравенства. Больше значит выше. Давайте не забудем еще про прямую x равен минус единице, а также подпишем все графики. Нас интересует хотя бы одно решение выше параболы, внутри квадратика, от минус 1 до 0. И вот область, которая задает вообще все эти решения. Сканируем ее снизу вверх, дабы определить подходящие значения а. Мы видим пограничные точки, я их отметил а и б. При этом а выколотая, потому что случай равенства для параболы нас не устраивал, а точка б закрашена, потому что первое неравенство было не строгим. Самое легкое в этой задаче это назвать координаты точки б. 0 и 4. Где ордината, это самое интересное. 4 это максимальное значение параметра. Теперь координаты точки а, с ней чуть-чуть поинтересней. Она получена как пересечение нашей параболы с прямой а равно минус х минус 4. Минимальное значение параметра а найдется из решения розовой системы. Вот оно записано. Решение не составляет труда. Я здесь предпочел выразить x из первого уравнения, чтобы подставить во второе. Тогда было бы одно уравнение на а. Кстати, домножение на 16 мне кажется актуальным. Все-таки с целыми числами работать приятней. Получаем квадратное уравнение. Не мне вас учить, как его решать. Найдя дискриминант на 4, например, находим корни молниеносно. 8 плюс-минус корень из 128. У нас получилось два значения а, но берем только отрицательное. 8 минус 8 корней из 2. Посмотрите на график и станет все ясно. А откуда второй корень взялся? Да просто парабола пересечется с прямой там где-то далеко высоко. Но это уже совсем другая история. Сейчас уже пора писать ответ. Наша система имеет хотя бы одно решение на отрезке от минус 1 до 0 при всех значениях параметра а из полуинтервала с левой границей 8 минус 8 корень из 2 и правой границей 4. Задача решена, все, кто ее осилил, большие молодцы, но не вздумайте закрывать видео, осталась самая сочная, интересная, хотя и нетрудная задача номер 19. На доске написаны несколько более одного различных натуральных чисел, причем любые два из них отличаются не более чем в 3 раза. Может ли на доске быть 5 чисел, сумма которых равна 47? Может ли на доске быть 10 чисел, сумма которых равна 94? Сколько может быть чисел на доске, если их произведение равно 8000? Думайте, пробуйте. В пункте А, по секрету скажу, очень легко построить пример, ну а затем давайте обсуждать задачу. Вот один лишь из возможных примеров, дабы подтвердить пункт А, который является верным. 7, 8, 9, 10, 13. Сумма чисел 47, и любые из них отличаются не более чем в 3 раза. На самом деле достаточно проверить 7 и 13, они отличаются не более чем даже в 2 раза. Наш ответ да. Надеюсь, вы подумали над своим примером, и коли так, делаем пункт Б. Напомню условия. Может ли на доске быть 10 чисел, сумма которых равна 94? Потратив минуту-другую на оптимистичное построение примера, приходим к выводу, что что-то не так. А значит, нужно суметь грамотно формализовать противоречие. Вот эта оранжевая запись с использованием заглавной греческой буквы сигма означает сумму первых 10 чисел. По условию задачи отношение большего числа к меньшему должно быть не более 3. Давайте это запишем. Первый и последний отличаются хотя бы на 9. Значит, А1 плюс 9 деленное на А1 должно быть не более 3. Из этого неравенства получаем то, что первое число на доске должно быть больше или равно 4,5. Но с учетом натуральности, наше первое число на доске должно быть не меньше 5. Посмотрите, что будет, если оно 5. Первые самые маленькие 10 чисел на доске от 5 до 14 уже в сумме дают 95. А по
по условию задачи хотелось бы 94. Если увеличить А1, то сумма будет еще больше, и значит 94 мы не добьемся. Если числа А1 и А10 отличаются более чем на 9, то это может лишь увеличить минимальное значение А значит увеличить сумму. Это доказывает, что нет ни одного возможного набора десятка различных натуральных чисел, подходящих под пункт Б. Наш ответ – нет. Осмыслите его как следует, и я позволю себе напомнить условия пункта В. Сколько может быть чисел на доске, если их произведение равно 8000? Я вас удивлю, но во многих похожих арифметических задачах используется основная теорема арифметики, а вы ее помните? Любая книжка по теории чисел или Википедия вам в помощь, а мы формализуем условия. Наше произведение должно равняться 8000, а 8000 это 8 на 10 в кубе, или 2 в кубе на 2 в пятой в кубе, или 2 в шестой на 5 в кубе. Такое разложение единственно. Получается, что наши числа, мы не знаем сколько их, но в произведении они дают вот такие вот простые сомножители. Значит, они и сами состоят из двоек или пятерок в неких степенях. Давайте выпишем наших кандидатов, которые баллотируются на числа А1, А2 и так далее. Речь идет о всех возможных делителях числа 8000. Получить их достаточно легко, расположить в порядке возрастания тоже нетрудно. Все делители нам не нужны? Кстати, их сколько вообще? Подумайте, и может вам удастся даже понять комбинаторную формулу. В нашем случае 6 плюс 1 на 3 плюс 1, где 6 это степень двойки, а 3 степень пятерки. 28 делителей. Давайте сделаем полный перебор. Не переживайте, мы не будем рассматривать все возможные произведения. Наш акцент будет сделан на количестве чисел на доске. Одно число не может быть написано по условию задачи. Может ли быть написаны два числа? Да, например, 2 в шестой на 5 в кубе. 5 в кубе это 125, а 2 в шестой 64. Их отношение меньше 3. При этом проверьте произведение. Впрочем, чего проверять? 2 в шестой на 5 в кубе? Да, это 2 в шестой на 5 в кубе, то есть 8000. Два числа на доске могут оказаться. А могут ли оказаться 3? Да, могут. Смотрите, 2 в четвертой, затем 2 в квадрате на 5 и, наконец, 5 в квадрате. Короче говоря, я взял числа 16, 20 и 25. Вот они подряд идут. Произведение 8000, отношение большего к меньшему меньше тройки, и это нам очень нравится. Такой вариант годится. Супер, 3 числа на доске тоже могут оказаться. А могут ли 4? Давайте проверим, сопоставляя первое и минимально возможное четвертое число набора. Если первое число вдруг будет единица, то минимально возможное четвертое это 5, их отношение будет больше 3. Если первая двойка, то последняя 8 невозможно. Если первая 4, то последняя только 10, но их произведение не дает 8000. Если первое число 5, то последнее 16 невозможно, отношение больше 3. А если мы берем первое 8, то произведение становится больше 8000, а значит не только 8, но и 10, 16 и так далее не годятся под первое число. Значит, а первое вообще невозможно выбрать, и нет у нас набора из 4 чисел. Аналогичный перебор делается для чисел 5 и больших. Доходя до восьмерки, произведение становится слишком большим, а значит других наборов нет. Здесь возможна еще одна хорошая оценка сверху. Произведение любых 7 возможных чисел уже будет больше 8000. Проверьте это на примере 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16. Это минимальные первые 7 делителей. И если для 7 нет, то для 8 и больших подавно. Это делает перебор строгим, полным, а значит задача решена. Все, кто ее осилил, большие молодцы. Ну а кто одолел весь вариант, ребята, вы крутые. Мои аплодисменты вам.